Добро пожаловать в будущее. Что нас может ждать? Огромные человекоподобные роботы? Временные разломы и отмена денег? Почему бы и да? А как изменятся в этом мире привычные нам вещи? Давайте пофантазируем вместе за настольной игрой Futurium. Для начала перемешайте и сложите в стопки карты объектов, событий и карты будущего. Сложите по номиналу карты очков и рядом выложите жетоны оппонентов. Определите первого игрока-визионера броском кубика и начинайте игру. Игра длится определенное количество кругов в зависимости от количества игроков. В начале каждого круга откройте нижнюю карточку из стопки будущего и прочитайте вслух ее текст. Эта карта показывает вам, каким может стать мир будущего. Карточки двусторонние. Перед игрой вы можете договориться, какой стороной, с картинкой или текстом их выкладывать. Также в будущем вас ждут самые разнообразные события. В начале игры откройте 3 верхние карточки из стопки событий. Если хотите, можете опираться на эти подсказки в своих рассказах, но связывать или упоминать их совершенно не обязательно. Вы можете рассказывать, даже не опираясь на карту будущего. Каждый круг делится на раунды, а новый круг начнется, когда каждый игрок побывает визионером. В каждом раунде визионер рассказывает о своей теории, затем выбирается игрок, который станет оппонентом, оппонент рассказывает свою теорию, после чего игроки голосуют за понравившуюся теорию. В начале раунда визионер должен заменить одну из карточек событий на верхнюю из колоды. Затем он открывает карту объектов и бросает кубик, значение которого покажет, про какой объект он будет рассказывать. Если выпала цифра 6, то визионер сам выбирает объект с карточки и сразу после этого читает название вслух, ставит таймер и рассказывает другим игрокам о том, как будет выглядеть и какие функции будет выполнять объект в будущем. Например, очки в будущем могут помогать людям видеть прошлое с помощью голограмм, которые будут проецироваться на кончик носа для компактности. После окончания рассказа игроки, которые хотят стать оппонентами и рассказать свою теорию, чтобы иметь возможность получить очки, поднимают руку, а визионер должен выбрать среди них того, кто станет его оппонентом. Выбор всегда производится только среди поднявших руку игроков, с наименьшим количеством жетонов оппонента, а если у кого-то из поднявших руку их нет, то только среди них. Если желающих стать оппонентом нет, то визионер берет себе карточку без вариантов, которая принесет ему в конце количество очков, равное количеству всех игроков. После этого сразу начинается следующий раунд. Оппонент берет себе жетон оппонента из общей стопки. Этот жетон понижает шансы быть выбранным оппонентом в будущих раундах и дает другим игрокам большую возможность рассказать о своих теориях. После этого оппонент за минуту рассказывает другим игрокам свою версию того, как будет выглядеть и какие функции будет выполнять объект, про который ранее рассказывал визионер. После окончания рассказа оппонента, игроки, которые не рассказывали в этом раунде об объекте, берут по одной карточке 0, 1 и 2 и раздают их в темную визионеру и оппоненту. Каждому надо раздать минимум одну карточку и обязательно раздать все 3. При этом нельзя договариваться о том, за кого голосовать, а все полученные очки игроки хранят в секрете и не могут смотреть до конца игры. После голосования новым визионером становится игрок слева от предыдущего, и начинается новый раунд. А когда каждый из игроков побывал визионером, считается, что прошел один круг. После того, как закончился последний круг, время посчитать очки. Игрок или игроки, набравшие наибольшее количество очков, становятся победителями. Вы можете выбрать любую из дополнительных возможностей игры, а также комбинировать их. Например, свободное будущее. В игре не участвуют карточки событий, открывайте только карточки будущего. Будущее без ограничений. В игре вообще не участвуют ни карточки событий, ни карточки будущего. Стабильное будущее. Вместо того, чтобы открывать карточки будущего каждый круг, в начале игры выберите себе одно будущее на всю игру и развивайте только один мир. Переменчивое будущее. Каждый раунд открывайте новую карточку будущего, заменяя предыдущую. Либо дайте возможность визионеру выбирать, будет заменена карточка или нет. Конкретное будущее. Вместо 3 карточек событий вы можете выкладывать только одну. Любое будущее. При выпадении шестерки на кубике, вместо слова с карточки игрок может выбрать любой существующий объект по своему желанию. А на этом все. Вопросы по правилам вы можете также задать в нашей группе ВКонтакте и отправить на электронную почту. Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей.